Всем здравствуйте! С вами Любовь. Мне заказали сумку на подарок. Я предложила к сумке в комплект сшить косметичку. Заказчица сразу отказалась. Сказала, косметичек и так хватает. Но когда увидела готовую сумку, сразу заказала и косметичку. Вот такой подарочный набор получился. Сумка достаточно большого размера, и, на мой взгляд, косметичка к ней просто жизненно необходима. На моем канале много видео по пошиву сумок. Ссылку я оставлю вверху. Смотрите, вдохновляйтесь, шейте для себя и своих близких. Если вы на моем канале впервые, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик с уведомлениями. Вставила слайд с выкройкой изделия. Все детали даны с припусками на швы. Выкройка проверена и в подгонке не нуждается. Для пошива подготовила джинсы. Кожзам на трикотажной основе серого цвета. Для подкладки возьму бязь. Основные детали буду собирать из кусочков мебельной ткани разного цвета. Еще понадобится клеевой флизелин и разная фурнитура. Начну с основных деталей. Нарезала квадраты 8 на 8 сантиметров. К ним добавила треугольники. Эти же квадраты разделила пополам. Флизелин кладу клеевой стороной кверху и на нем собираю узор из квадратов. Располагаю квадраты в произвольном порядке. Главное, чтобы два цвета не попадали рядом. Края заполняю треугольниками по тому же принципу. Когда меня все устраивает, горячим утюгом все приклеиваю к основе. Всю эту конструкцию поместила на кусок бязи и прошила все квадраты зигзагом. Собираю сэндвич для стежки. Внизу кусок бязи, сверху поролон, толщина у него 0,5 см. И верхний слой лоскутная заготовка. Стегать буду по швам соединения квадратов, закрывая их киперной лентой черного цвета. Ширина ленты 1,5 см. Киперную ленту пришила с двух сторон прямой строчкой. Внутри каждого квадрата простегала квадрат меньшего размера. Так смотрится более фактурно. В один из квадратов пришила лейбочку для декора. Сделала разметку детали, по контуру прошила мелким зигзагом и все лишнее срезала. Так получается деталь нужного мне размера. Если вырезать детали и затем их простегать, размер изменится. Соединять детали будет сложно и потребуется подгонка. Таких деталей я подготовила две: передняя и задняя панель сумки. Подготовила боковые части по тому же принципу, но вместо поролона использовала синтепон. Верхний слой из джинса. Простегала квадратами, чтобы рисунок повторялся на основных деталях и боковых. Стегала при помощи линейки. Начертила первую линию, проложила строчку. Затем прикладываю линейку и строчу. Очень удобно. Не нужно расчерчивать всю деталь. Линии получаются все ровные, параллельные. Вместо линейки можно сделать шаблон из плотного картона нужной ширины. Закончила в одном направлении, прикладываю линейку в другую сторону и продолжаю строчить. Разметила нужный размер, по краям прошила зигзагом и срезала все лишнее. Таких деталей тоже нужно две. Дно вырезала из кожзама. Вторую деталь сделала меньшего размера на ширину припусков и закрепила их вместе. Подкладку вырезала из хлопчатобумажной ткани. На одной половине сделала карман в рамку. Пришила подзор. Когда открываешь карман, видна ткань основного цвета. На второй половине сделала интересный карман. Это накладной карман, пришитый сверху. Выполнен из двух частей. Одна для мелочевки и вторая поменьше для телефона. Карман выполнен из двойной ткани. В большем отделении вставила молнию. Получился дополнительный карман.
Верх кармана проклеила флизелином и укрепила декоративной строчкой. И еще 2 детали подкладки из джинсовой ткани. Их я проклеила флизелином. И застежка. Ручку сделала из стропы. Внутрь вставила шнур и прошила, не доходя до края, по 6 сантиметров. Сборку начну с основной части сумки. Переднюю и заднюю панель соединяю с дном. Строчку прокладываю от уголка по припуску и до уголка. Вторую деталь соединяю также. Важно, до каждого края не дохожу на ширину припуска. Теперь боковые детали. Складываю, фиксирую зажимами. Проложила строчку. Внизу не дохожу до края на ширину припуска. Ставлю закрепки с обоих сторон. Соединяю боковую часть с дном, фиксирую зажимами. Делаю закрепку, прокладываю строчку и опять закрепка, не доходя до края на ширину припуска. Высекаю уголки. Выворачиваю заготовку на лицевую сторону. Выправляю уголки и швы. Швы разложила в разные стороны и сделала влажно-тепловую обработку всей заготовки. Из кожзама вырезала отделочную деталь для верхнего среза. Соединила в кольцо, укрепила швы. Соединяю середины боковых частей с серединами отделочной детали. Фиксирую зажимами. Прокладываю соединительную строчку. Делаю разметку для ручек. На уровне перепада длин от верхнего среза откладываю 1,5 см, в сторону 1 см и провожу линию длиной 2,5 см. Это ширина ручки. С другой стороны все в зеркальном отражении. Разрезаю по намеченным линиям. В полученные надрезы вставляю ручку. Закреплю ручку строчкой в виде конвертика. Прошила ручки, вставила односторонние хольнитены. Они дополнительно укрепят ручку. Снаружи проложила строчку вокруг надреза, укрепила края. По низу закрепила отделочную деталь строчкой. С лицевой стороны хольнитены идут в качестве декора. По-моему, смотрится гармонично, и сумка с ними выглядит дороже. Сборку подкладки начну с установки магнитной застежки. Предварительно я разметила место и пришила квадрат из кожзама. На него и буду устанавливать вторую часть застежки. Размечаю, делаю надрез, вставляю и раздвигаю крепление в разные стороны. Соединяю детали подкладки. Отогнула припуск в сторону светлой ткани и с лицевой стороны проложила отделочную строчку. Складываю детали лицом к лицу. Соединяю швы, скалываю булавками. Прокладываю соединительную строчку по бокам и низу.
Внизу оставляю отверстие для выворачивания. И тут я понимаю, что забыла вшить в подкладку вторую часть застежки. На противоположной стороне подпорола строчку, ставила планку с застежкой. Восстановила строчку, на планке сделала закрепку. Выворачиваю наизнанку и соединяю уголки. Совмещаю середины, швы раскладываю в разные стороны и делаю строчку. Решила срезы на уголках закрыть полоской ткани. Такие застежки на сумках сейчас популярны, и я решила сделать на ней акцент. Пришила лейбочку с надписью «Handmade». В боковой шов вставила бирочку. Люблю такие мелочи, с ними изделие смотрится более стильно. Соединяю подкладку с основной деталью. Вставляю основную деталь внутрь подкладки, лицом к лицу. Заправляю ручки и застежку внутрь. Соединяю середины. Швы раскладываю в разные стороны, фиксирую зажимами. Прокладываю строчку на ширину припуска. Через отверстие в подкладке выворачиваю сумку на лицевую сторону. Отверстие зашиваю на машине. Вставляю подкладку внутрь сумки. По верхнему срезу проложила отделочную строчку, которая зафиксировала подкладку. Сумка готова. Внутри она выглядит тоже замечательно. Думаю, что подарок понравится и будет долго служить своей хозяйке. Косметичка в комплект к сумке. Выполнена в том же стиле. Она многофункциональна и удобна в использовании. Надеюсь, что моя идея кому-то понравится. И кто-то сошьет себе что-то подобное. Жду ваших комментариев. Пишите. Если остались вопросы после просмотра видео, задавайте. Постараюсь на все ответить. А я с вами на этом прощаюсь. До встречи в новых видео.